Глава 193. «Ваше Высочество, я расчищу вам путь», — предложил Умин. «Не нужно», — возразил Селянь. «Я сам». Он спрыгнул вниз и, подобно белому цветку, сорванному с ветки ветром, бесшумно опустился на площадь перед зданием. Но стоило ему протянуть руку, чтобы толкнуть ворота, из дворца послышался плач младенца. У Лан-Ина не было наложниц, а сын давно погиб. Откуда во дворце ребенок, но Селяню было все равно. Не говоря уже о детях, он бы не устрашился и многотысячной армии, спрятавшейся внутри. Принц занес ногу и распахнул ворота пинком, но вот что странно, здесь он обнаружил лишь одного человека, а больше поблизости никого не было, ни взрослых, ни детей. Увидев, что кто-то явился, человек поднял голову: «Ты пришел. Я как раз искал тебя». Это был Лан-Ин. Верно, он стал правителем, однако на нем не оказалось роскошных одежд, он просто окаменевшей статуей сидел на троне. Селяню такая реакция показалась странной, но лишь на мгновение, поскольку принц понял, ведь на нем сейчас маска и траурное одеяние. Лан-Ин принял его за безликого бая. Главное здание также охранялось магическим полем, и Селянь, переступая порог, ясно почувствовал, как оно мешает ему пройти. Однако он приложил немного усилия и все же сделал шаг, уловив треск, будто что-то разбилось под его ногой. Вместе с ним в зал проник ночной холод, отчего рукава Селяня затрепетали на ветру. «Зачем ты искал меня?» — ледяным тоном спросил он. Лан-Ин чуть переменился в лице, услышав его голос. «Это ты?» — Селянь медленно приближался к нему, шаг за шагом ступая белоснежными сапогами по ледяному камню. «Это я, Лан-Ин, жалкий невежа, возглавил армию и уничтожил Синьле». Его защищала аура правителя, и обычная нечисть не могла к нему приблизиться. Но на этот раз, в этот самый момент Селянь привел с собой тысячи, десятки тысяч душ людей, погибших на войне. Принц не желал верить, что настолько многочисленные, наполненные столь мощной темной энергией озлобленные духи ничего не смогут сделать с Лан-Ином. И в самом деле духи забеспокоились, будто им не терпелось вырваться на свободу и прорасти паразитами на теле врага, питаясь его плотью и кровью. Однако их беспокойство было неуловимо для уха простого смертного, и Лан-Ин остался непоколебим, только спросил: «Ты пришел убить меня?» Селянь не ответил, но в следующий миг мгновенной вспышкой оказался перед Лан-Ином, схватил его за волосы и припечатал к полу. Получилось, уголок рта Селяня под маской скорби и радости неконтролируемо пополз вверх. На самом деле получилось. Он смог одолеть Лан-Ина, когда-то ему мешали путы статуса небесного чиновника, и у принца не было ни единого шанса справиться с этим человеком, одаренным судьбой правителя. Но когда Селянь отбросил свой прежний статус, у него наконец получилось. Сердце принца забилось как бешеное, он вознамерился совершить следующий шаг, но внезапно переменился в лице. Что это за звук и-у-у? Он снова услышал тоненький детский плач. Но в этом зале никакого ребенка не было. Прислушавшись снова, Селянь заметил подвох. Плач раздавался от Лан-Ина, которого он схватил, а если еще точнее, то от его тела. Рывком распахнув одежду на мужчине, Селянь широко округлил глаза и резко поднялся, отшатнувшись. Что это такое? Лан-Ин медленно перевернулся и сел, затем сказал: «Не бойся». Но обращался он не к Селяню, а к тому, что росло у него на теле. На груди Лан-Ина виднелись два лица, такого же размера, как обычные человеческие, напоминающие огромные опухоли. Большое лицо с изящными красивыми чертами явно принадлежало женщине. Маленькое, слегка сморщенное, походило на младенца, и это оно как раз издавало те звуки, то тише, то громче. «Поветрие ликов? Как ты мог заразиться поветрием ликов?» — изумился Селянь. Но Лан-Ин возразил: «Это не поветрие ликов». «Да как же нет? Если это не оно, то что же тогда? Это мои жена и сын. А не то, о чем ты говоришь». Лан-Ин тихо говорил с принцем, мягко поглаживая лица, выросшие на своем теле, точно как заботливый муж и отец прикасается к жене и ребенку.
Но лица даже не открывали глаз, только разевали рты и издавали плач, как маленькие дети. Только человеческая форма, но ничего от людей. Лан Ин поднял голову и обратился к принцу, где безликий Бай. Он сказал, что так моя жена сможет вернуться. Но уже прошло очень много времени, почему она до сих пор не разговаривает? В чем же дело? Сейчас же призови его ко мне. Селянь сразу понял, что сделал Лан Ин. Ты позволил безликому Баю поселить в своем теле озлобленные духи, оставшиеся от твоей жены и сына, вот оно что. Магические заграждения во дворце были установлены не для того, чтобы не пустить нечто внутрь, а для того, чтобы не выпустить нечто изнутри. Лан Ин, который уже стал правителем, тайно выращивал на своем теле двух озлобленных духов. Селянь хотел поквитаться с ним, но и представить не мог, что ему не придется прилагать к этому усилий. Лан Ин сам себя заразил поветрием ликов. Два лица явно уже давно росли на его теле, у них даже появились маленькие конечности, которые сейчас безвольно висели, делая зрелище еще более жутким. Кроме того, они уже высосали все силы из своего переносчика, у Лан Ина впал живот, ребра стали выпирать, кожа пожелтела, а тело ослабло. Казалось, существование дается ему с огромным трудом, а тот бравый воин, которого Селянь встретил на поле битвы, совершенно другой человек. По всей видимости, даже выиграв войну и взойдя на престол, к хорошей жизни Лан Ин не пришел. Но Селянь нисколько не чувствовал радости. Он схватил Лан Ина и в гневе закричал: «Что за шутки?» Он еще не успел забрать жизнь врага, а тот уже одной ногой в могиле. Что это за месть? Как ему теперь поступить? Когда принц встряхнул Лан Ина, у того что-то выпало и укатилось по полу со стуком, красное, блестящее. Лан Ин схватил селяня за руку и, задыхаясь, сказал: «Бусина». Та бусина. Казалось, каждое движение дается ему с огромным трудом. Обернувшись, принц увидел, как по полу катится та самая коралловая бусина, которую он когда-то отдал Лан Ину. «Я все хотел сказать тебе», — проговорил Лан Ин, — «спасибо за этот подарок». Селянь застыл. Он не ожидал, что Лан Ин скажет нечто подобное. В душе принца будто бы что-то перевернулось, однако он вновь насильно подавил это чувство. «Ты, Лан Ин, добавил, если бы ты дал мне ее раньше». Жаль только, голос оборвался на полуфразе, тело в руках селяня обмякло, Лан Ин уронил голову, так и не закрыв глаз. Селянь еще не успел понять, что произошло, когда Умин сказал ему: «Ваше Высочество, он мертв». «Мертв?» Спустя пару мгновений переспросил принц. Опустив взгляд, он увидел, что зрачки Лан Ина уже начали мутнеть. Он в самом деле умер. Селянь пробормотал: как он мог вот так умереть? Принц ведь еще ничего не сделал с Лан Ином, как он мог вот так умереть? Кроме того, перед смертью он был полностью удовлетворен и даже рад. Он отомстил Синьле, его родные были рядом с ним, и теперь он приготовился встретиться с ними в загробном мире. Он достаточно настрадался в жизни, и смерть стала для него избавлением, все проблемы решились в один миг. Но Селянь лишился врага, на которого мог бы обрушить свою месть, обида и гнев, переполнявшие душу, в конце концов вылились в другое чувство. Ненависть. Искреннюю, невыносимую ненависть. Лан Ин больше не шевелился, а два человеческих лика на его груди, будто понимая, что их хозяина не стало, вдруг хором заплакали, настолько пронзительно, что скрежет ногтей по металлу было бы легче вынести уху. Селянь от ярости готов был сойти с ума. Он выхватил черный меч, чтобы заставить плачущие лики замолчать, но воин в черном со звоном вынул свою саблю, оружие сверкнуло ярким блеском, и труп Лан Ина оказался порублен на куски. Сначала на 10, затем на несколько десятков, потом на несколько сотен. Кровь и плоть летели во все стороны. Селянь, которого он опередил, холодно спросил: «Кто просил тебя об этом? Вашему высочеству нет нужды пачкать руки», — ответил Умин. Именно в тот момент снаружи вдруг послышались торопливые шаги, затем юный голос позвал: «Дядя, кто?». Селянь обернулся и увидел на пороге распахнутых дверей зала юношу чуть старше 10 лет, который смотрел в его сторону.
Мальчик улыбался во весь рот, покуда не увидел кровавые останки на полу. Он тут же остолбенел, а Селянь, равнодушно взглянув на мальчика, спросил: «Кто ты такой?» «Я», — начал тот, однако запнулся, приглядевшись к останкам, и потрясенно воскликнул: «Дядя!» И вдруг снаружи кто-то позвал: «Ваше высочество, наследный принц! Не убегайте без спроса! Государь ведь наказал, чтобы вы не разгуливали по дворцу без присмотра. Ночь на дворе, не прибавляйте же мне хлопот. Наследный принц, сын Лан Ина погиб, но этот ребенок назвал Лан Ина дядей, и значит, это наверняка его потомок по другой линии, наследный принц Юнань». Юный принц пришел в себя и в страхе закричал: «Демоны! Тут демоны!» Не позволяя мальчишке позвать на помощь, воин в черном нанес ему удар по шее тыльной стороной ладони, и наследный принц Юнань без сознания упал в лужу крови. Однако его крики все же достигли чьих-то ушей, снаружи донеслось: «Что? Вы это слышали, стража?» «Стража!» Один взгляд Селяня, и воин в черном послушно склонил голову, как бы говоря: «Предоставьте это мне», а затем вылетел наружу. Мгновение, и шум окончательно стих. Выйдя из здания, Селянь обнаружил лежащих на земле стражников, среди которых стоял тот воин. По острому лезвию длинной сабли стекала кровь, он расправился со стражей мгновенно. Но тут вдалеке вновь поднялись крики: «Защитим государя! Защитим его высочество!» Приближался еще отряд стражников. Селянь равнодушно отвернулся, не желая удостаивать их вниманием. И не напрасно, не прошло и нескольких мгновений, голоса вновь оборвались, словно их отрезало. А после воин в черном вновь бесшумно последовал за Селянем. Чуть повернув голову в сторону, принц приказал: «Императорский дворец сжечь». Умин с кивком ответил: «Слушаюсь». Яростными всполохами занялось пламя, а перед ними на земле вытянулись две длинные тени, от света огня они искривлялись, плясали и извивались. После устроенного ими переполоха все обитатели дворца Юнань окончательно пробудились, кто-то бежал тушить пожар, кто-то просто спасался, при этом все бранились и кричали, их вопли заполонили всю округу. Точно как в тот день, когда горел дворец Синьлэ. «Ваше высочество», — заговорил воин в черном. «Что вы намерены делать дальше?» Человек в белом ответил ему ледяным тоном: «Отправимся к излучине Ланер». До падения государства Синьлэ принц наведывался к излучине Ланер бесчетное множество раз, только чтобы послать дождь и тем самым спасти людей. Он брел туда изможденным, ступая тяжелым шагом. Теперь же он шел ради совершенно противоположной цели, однако чувствовал необычную легкость. После страшной засухи, с поддержкой нового правителя, излучина Ланер вновь стала пригодной для проживания. На каждом углу здесь царило мирное веселье, встречались радостные лица прохожих, по сравнению с кошмаром, что происходил здесь несколько лет назад, просто невероятный контраст. И только одно место здесь осталось по-прежнему в запустении и мраке. Храм наследного принца Синьлэ. Сюда никто не приходил, и Селянь выбрал это место, чтобы передохнуть. Как раз сейчас он сидел в главном зале и медитировал. Ранее подразумевалось, что духи, которых он принес с собой, должны очень быстро найти носителя или, проще говоря, объект проклятия. Однако, поскольку Лан Ин скончался, они изнывали в нетерпении, назойливо крича и стеная. Селянь же, закрыв глаза, отмахивался от них и хмуро увещевал: «Ждите, не стоит торопиться. Я избавлю вас от этого страдания». Тут принц услышал: «Ваше высочество». А открыв глаза, увидел перед собой коленопреклоненного воина в черном.